Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как связать вот такую сумочку. Очень просто вяжется. У нее отдельно вяжется вот такой вот бока и отдельно вяжется перед и спинка. С ней можно фантазировать с узорами. Очень прям легко и удобно. Можно сделать отдельно ручки, а можно сделать, как я, просто пришить уже готовые такие вот продаются заклепочки, ремешки. Сбоку также можно сделать просто заклепки, либо оставить, как это сделала я. Итак, пряжа у меня вот такая Fold Yarn, полиэстер макраме. Вот, и крючок у меня номер 3. Итак, набираем 32 воздушные петли плюс 1 петля для подъема. В итоге у нас должно получиться в общем счете 33 петельки. Итак, вот я набрала и 32 и вот сделала одну воздушную петлю подъема, да. Одну петельку мы как бы пропускаем, во вторую от крючка начинаем наше вязание, столбики без накида. До конца ряда нам нужно провязать просто столбики без накида. В итоге в конце у вас должно ровно получиться 32 петли. В конце мы делаем 2 воздушные петли подъема. И теперь смотрите, вот у нас петля 1, вот петля 2 и 3. В 3 петлю мы провязываем такой полустолбик с накидом. Провязали. Делаем накид и вот эту вот центровую пропускаем, в первую мы провязываем также полустолбик. Теперь дальше одну петлю мы пропускаем, в следующую петлю мы провязываем такой же полустолбик. Между ними получается 1 петля не провязанная, и возвращаем наше вязание также. Где у нас было уже как бы, да, столбик, мы туда возвращаем полустолбик такой. Одну петельку пропускаем, в следующую петлю провязываем полустолбик с одним накидом. Накид, и эта петелька центровая у нас остается не провязанной. Провязываем как бы эту первую петельку, да, полустолбик, накид, одну петлю пропускаем, в следующую провязываем полустолбик, накид и назад. Получается, между столбиками у нас 1 петелька не провязанная. Вяжем таким образом до конца ряда. Смотрим конец ряда. В конце ряда вот у нас получается, одну петельку я пропускаю, последнюю у меня узорчик я заканчиваю, и в конце у меня остается 1 петелька. Вот. В эту петлю я провязываю обычный столбик с одним накидом. Полностью мы его не полустолбик, а 1 столбик с одним накидом, да, полностью его провязываем. Теперь также делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. В этом ряду уже будет полегче. Смотрим. Вот у нас есть такие между столбиками, уже между этими крестиками, такие вот арочки. И вот мы теперь будем вязать в эти арочки. Сразу вяжем во вторую арочку также полустолбик и возвращаем в
первую арочку. Получился такой как бы, ну вот крестики такие получаются. Теперь дальше следующую арочку провязываем. Это у нас была провязана. Вот в эту мы провязываем полустолбик. Так, и возвращаем обратно. Получается такой крестик. Опять арочка следующая, полустолбик. И назад возвращаем. Делаем также полустолбик с одним накидом. Провязываем до конца ряда таким образом. В конце у нас также остается одна петля. И мы ее будем провязывать. Вот смотрите, у меня сейчас остается последняя арочка. Эту арку я провязываю прям вот до последнего. До последней эту арочку провязываю. У нас были петли подъема в начале ряда, да, и вот эти вот петли подъема, как раз их нужно найти. И во вторую петлю, где была подъема, делаем столбик с одним накидом. Таким образом мы заканчиваем наш вот такой вот рядочек. Делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание, и опять же у нас рисунок повторяется. Теперь просто вяжем высоту. Вы можете связать чуть меньше сумочку, чуть больше сумочку. Раппорт у нас здесь 2 петли идет. Итак, вот я связала просто полотно вверх. Опять-таки говорю, вы можете его связать даже меньше, либо просто в длину, допустим, там в ширину, можете его развернуть в другую сторону. У меня получилось в итоге 20 таких рядочков. Кончик ниточки, смотрите, где у меня остался. Но в принципе здесь уже по рисунку разницы вообще никакой. Теперь мы вязание не просто разворачиваем, как бы, да, а мы его разворачиваем на бок. Теперь мы будем наше вязание, его как бы обвязывать столбиками без накида. Сразу у нас идет уголочек, туда 2 столбика. Следите, вот такие вот арочки у нас. Мы туда также провязываем по 2 петли. У нас здесь в стороне получается по 2 столбика без накида. Чтобы у вас было ровненько, сразу можете считать, сколько у вас вышло таких столбиков без накида, потому что когда дойдем на другую сторону, вам нужно будет просчитать также, чтобы вышло столько же петель. В конце показываю, как я буду вязать, получается, низ. Ничего, это у нас здесь спрячется. В уголочек я также провязываю 2 столбика. А здесь низ я, получается, провязываю не в саму петельку, а под петлей. Тогда петли будут такие более вытянутые и более красивыми. Здесь я провязываю по 1 столбику без накида, так как здесь у нас эта сторона уже практически готовая.
Теперь дошли до боковой части. В углу я также провязываю по 2 столбика без накида. И теперь у меня вторая боковая часть. Я также буду вязать по 2 столбика без накида. Вот смотрите, здесь вот эти вот с этой стороны получается петельки немножко по-другому там выглядят. Все-таки с одной стороны у нас были воздушные петли и было где просто, да, столбики. Вот такие вот варочки нужно провязать по 2 столбика. Если вы посчитали, то должны провязать, допустим, ровно с той стороны, допустим, 40 петель, и с этой стороны примерно также должно быть 40 петель. Но смотрите тоже, чтобы у вас, чтобы сам квадратик этот как бы шел такой более ровный, а не какой-нибудь такой, да, кривой, либо слишком много петель перевяжете. Старайтесь, чтобы все-таки квадратик оставался квадратом. Вот. Если сильно, может быть, утянули, перетянули, то, возможно, если вы прогладите, сделаете ВТО своего вязания, и, возможно, у вас все ляжет. Невозможно, а точно ляжет все как нужно. Потому что у пряжи есть такое, что они при глажке все-таки выравниваются. Доходим до конца ряда, и в углу нам нужно будет также провязать 2 столбика без накида. Ну и дошли мы до верха. Верх у нас также готов, и я просто в каждую петлю провязываю по одному столбику без накида. И можно ниточку оставить такую, чтобы потом сшивать, либо можно ее просто также отрезать и оставить просто квадрат. Ну и, как я говорила, после вязания квадрат может быть не совсем ровненьким, но когда сделаете ВТО, оно все уляжется и будет все ровненько. Теперь, как мы будем вязать на боковую сторону, я набираю 11 воздушных петель и плюс 1 петелька для подъема. В итоге 12 столбиков без накида. Вы, если хотите шире, можно сделать побольше, пошире, но здесь сумочка такая мини получается, сильно тоже широкую полосочку нельзя провязывать. Во вторую от крючка провязываем столбики без накида до конца ряда, сделаем 1 воздушную петлю для подъема, развернем наше вязание и продолжим вязать столбики без накида. Таким образом просто вяжем высоту примерную нашим петлям по сумке, по краям которая и по низу. Должен быть обхват, ну, примерно это где-то 110 столбиков получается у нас примерно. Можете сразу провязывать около 110, а дальше уже когда будете пришивать, будет понятно, чуть больше можно вам связать или там, допустим, распустить понадобится.
Вот что у меня получилось. Такая полосочка. И теперь мы эту полосочку будем пришивать к бокам. У меня вот здесь вот остались ниточки. Я их оставлю снизу. Сначала мы пришьем одну часть. Сшивать буду я иголочкой. А вы можете сшивать также, в принципе, либо иголкой. Здесь уже смотрите, как вам удобно. Можно сразу крючком пришивать. Видите, до конца я не провязала еще. Примерно я связала там 100 рядочков и потом еще довязывала. Чуток мне не хватило. Сшиваю я вот таким образом. Так, вот смотрите, половинку я связала, дошла до уголочка. В уголочке у меня получается вот такой вот рядочек. Я его с другой стороны также отмечаю маркером для того, чтобы у нас не было смещения. И когда мы будем пришивать другую сторону, у нас уголочки уже будут отмечены, чтобы, опять скажу, чтобы не было перекосов. Итак, одну сторону я связала. Теперь я вставляю сюда вторую сторону. Я смотрю по своей, где у меня ниточки остаются, где у меня возможно где-то получится там узелок. Следите аккуратненько. И пришиваем вторую сторону так, чтобы уголки совпадали с нашими маркерами. Вот у меня вот такая вот получилась. Я сделаю просто с такой застежкой. Можно связать просто короткие ручки. Здесь уже фантазируйте сами. Если понравилось видео и понравилась сумочка, ставьте лайки. Что непонятно, спрашивайте. Отвечу, постараюсь ответить в комментариях. Подписывайтесь. Всем пока-пока.